Посмотрите на него, огромная пасть, жуткие зубы. Да, он проглотит вас, не задумываясь, буквально за секунду. А вот этот выглядит вполне безобидным. Но так ли это на самом деле? Сегодня я расскажу вам о самых страшных и опасных обитателях океана. Обязательно досмотрите видео до конца, там я покажу животное, которое очень просто спутать с растением. И поверьте, лучше уж вам с ним не сталкиваться. Предупрежден, значит вооружен. Приятного просмотра! Знакомьтесь, идиокант, или черная рыба-дракон, как его называют в некоторых странах. Он обитает на глубине от 500 до 2000 метров, в вечной темноте вод Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Его тело покрыто толстой черной чешуей, глаза сверкают во тьме так, будто готовы обратить в прах любого смельчака, решившего бросить вызов морскому чудовищу. И самое страшное – пасть, украшенная рядами острых зубов, так и жаждущих новой жертвы. Идиокант выглядит так, будто он призрак древних времен, вернувшийся, чтобы напомнить миру о своем существовании. Да, ну и жуть. Не похожий ни на одно другое существо. Длинный, огромный. Стоп. Или не такой уж и огромный. Да длина тела самца идиоканта равна всего 7 сантиметрам. Да какой же он монстр, только выглядит страшно. А вот и самка. Воу, она немного покрупнее. Длина полметра. Что ж, беру свои слова обратно. Все дело в том, что половозрелые самцы-идиоканты не питаются и потому живут не дольше пары недель. Они существуют лишь для того, чтобы выполнить свою роль в репродуктивном процессе, а потом сразу же умирают. Самки же, наоборот, очень активны. Днем прячутся, а ночью выходят на охоту ближе к поверхности. Там они пожирают свою добычу, порой довольно крупных размеров. Пасть и желудок у идиоканта растягивается, так что это не составляет им особого труда. Кстати, эта древнейшая рыба существует на нашей планете уже более 300 миллионов лет, а потому вызывает особенный интерес у ученых. Дальнейшее изучение идиокант поможет понять, какие изменения произошли в животном мире за миллионы лет и какие адаптации позволили им выжить до наших дней. Следующий обитатель морских глубин слегка схож по внешнему виду с предыдущим монстром. Вот только он может быть в 3, а то и в 10 раз крупнее. Я говорю о рыбе-удильщике или морском черте, как его еще называют. Он вырастает до 1,5 метра в длину, и значительную часть тела этой рыбки занимает пасть, усеянная кривыми острыми зубами в несколько рядов. Бесформенная туша со всех сторон обезображена различными выростами, и только один из них имеет ценность. Это не просто мерзкий нарост, а хитрый девайс, своего рода удочка. Рассмотрим подробнее это интересное устройство. Конечно, оно не электрическое и не механическое, это природный инструмент. Но как же он тогда светится? Для того, чтобы удочка засияла, рыба-черт снабжает ее специфическими микроорганизмами. Этот феномен называется биолюминесценцией. Горит удочка не всегда, этот процесс рыба контролирует. Когда нужно уйти в тень и не светиться, во всех смыслах, удильщик свой фонарик отключает. Ну а зачем ей вообще нужен этот фонарик? Неужели ей просто не нравится жить в темноте? Нет. Этот хитрый девайс – приманка для других подводных организмов. Они видят яркий свет и плывут на него, а затем попадают прямо в пасть к черту. Удильщик может съесть и переварить рыбу любого размера, так как его пасть и желудок растягиваются, прямо как у идиоканта. Правда, в этом есть и минус. Ухватив нечто откровенно несоразмерное, выпустить или отрыгнуть это обратно рыба уже не может. Виной тому строение зубов. Они направлены внутрь глотки и созданы лишь для того, чтобы удерживать улов. Функция отмены в них не предусмотрена, поэтому порой удильщики гибнут от своей же жадности. Кстати, это я все о самочках рассказываю. Самцы здесь крошечные, не больше 2 сантиметров. Они прилипают к своей избраннице и полностью сливаются с ней, исчезая навсегда.
Почти каждый из вас, наверное, хоть раз в жизни встречал красочные и пугающие легенды о кракенах. Гигантских монстрах, блуждающих в океане, чьи щупальцы, словно железные клешни, способны раздавить корабль и погрузить его на морское дно. Однако лишь немногие задумывались о том, что в каждой из этих легенд, как правило, таится доля правды. Кракены действительно существуют. Где? В арктических и антарктических водах и зовутся совсем иначе – кальмарами. Эти гиганты могут достигать 17 метров в длину, а их вес более 200 килограммов. Конечно, такой огромной туше необходимо немало пищи, поэтому кальмар голоден практически постоянно. Вот только корабельное железо и людишки его не особо интересуют. Да и вообще, охотятся эти гиганты на глубине не выше 200 метров, поэтому их рацион в основном составляют моллюски и различные мелкие рыбешки. Кстати, в сети гуляет слух, будто существует кальмар длиной в 150 метров. Мол, его засняли со спутника, но никаких доказательств этому, конечно же, нет. Откуда вообще появляются мифы о существовании каких-то гигантских подводных существ? Думаю, во-первых, это связано с тем, что океан практически не изучен, а значит, может скрывать все, что угодно. Второй же причиной можно назвать существование глобстеров. Впервые слышите о таких? Сейчас расскажу. Глобстер – это неопознанная туша, выброшенная на берег океана. Биологи всего мира активно борются за право дать имена этим существам. Но чаще всего никто не может определить, что же это такое на самом деле. Глобстеры могут быть разных форм, цветов и размеров. Часто не имеют ни костей, ни каких-либо других органов, позволяющих идентифицировать существо. Например, в ноябре 1896 года огромное нечто выбросило на берег недалеко от Сент-Агастина, штат Флорида. Длина туши составляла примерно 5 метров, ширина 2 метра, толщина полметра, а вес около 5 тонн. Глобстер состоял из похожей на резину розовато-серой субстанции, которая заставила многих поверить, что это останки гигантского осьминога. Очевидные щупальца существа, некоторые из которых были длиной более 9 метров, еще больше подкрепляли эту теорию. А в мае 1988 года на пляже Мангуров-Бэй на Бермудских островах был обнаружен другой необычный глобстер. Этот экземпляр имел размеры примерно около метра в ширину и волокнистую текстуру, что привело окружающих в недоумение. Странный вид этого существа породил множество теорий, начиная от неизвестного глубоководного организма и заканчивая внеземной формой жизни. Однако последующие исследования показали, что бермудская капля, скорее всего, была просто останками разлагающегося кита. Штормовая ночь 1808 года принесла еще одно чудовище на берега шотландских Оркнейских островов. При длине 16 метров 80 сантиметров это был самый длинный глобстер из всех зарегистрированных. И местные жители предположили, что у этого существа отсутствовал хвост. Это означает, что при жизни оно было еще больше. 3 пары плавников, окаймленных щетиной, грива на спине. Так он выглядел. Удивительно, но несколько свидетелей утверждали, что щетинки светились в темноте. Представители Эдинбургского общества естествознания так и не смогли идентифицировать данное существо. В конце концов, некоторые задокументированные глобстеры оказались останками известных морских животных – китов, акул и кальмаров. Другие же остались неразгаданной тайной. Так и появляются различные мифы. Поговорим об акулах, а точнее об одном очень странном представителе этого семейства. Представьте себе крокодила, который нацепил капюшон кита. Именно так я могу описать эту необычную рыбу. Посмотрите сами, она действительно выглядит очень странно. Нормальные акулы бывают вполне симпатичными, ну или хотя бы эстетически приятными. А это, ну прям какое-то посмешище. Она напоминает мне монстров из фильма «Чужой». Вам нет? А если я покажу, как она умеет двигать своей пастью и нижними, и верхними челюстями? Даже крокодил обзавидуется такому навыку. Доподлинно неизвестно, зачем им такое умение и откуда оно вообще появилось.
Дело в том, что Мицикурина, кстати, до этого я так и не назвал вам ее имя, запомните. Так вот, Мицикурина встречается очень редко, а потому мало изучена. Известно всего об около 45 особях, и все они живут на глубине от 200 до 1400 метров ниже уровня моря. А если такую акулу поймать и посадить в большой аквариум, долго она не проживет, совсем не приспособлена к таким условиям. В общем, изучать ее довольно трудно. И поэтому все, что мы о ней знаем, это ее необычная внешность, включающая гигантские размеры до 5 метров и вес до нескольких тонн. Следующая рыбешка получила свое название благодаря одной особенности. Из ее пасти торчит ряд конусообразных зубов и клыков. Зубатка полосатая, так зовут этого монстра, хотя я, конечно, не назвал бы ее монстром. На мой взгляд, она довольно милая. Смешная круглая голова и туповатое выражение морды делают ее похожей на гоблинов из фильмов. Зубатка распространена достаточно широко. Ее можно встретить и в водах Атлантического океана, и в бассейнах Баренцева, Белого, Северного морей. И она совершенно не агрессивна, потому и часто становится объектом рыбалки. Зубы этой рыбки не могут прокусить даже сапог, так что не стоит ее бояться. Ну и человечину она не особо предпочитает. Ей больше по душе ракообразные, крабы, морские ежи, моллюски, планктон. Тем не менее, все же появились мифы об агрессивности зубатки. Долгое время ходил слух, будто она приходит на места кораблекрушений и пирует тонущими моряками. Наверное, слух появился потому, что эта рыбешка, попадая в сеть, начинает до последнего вздоха биться за жизнь, кусает все вокруг, пытается выбраться. Но а как бы вы поступили на ее месте? А вы боитесь мокриц? Ну, знаете, когда переворачиваете старые камни и доски, а оттуда выползают такие маленькие склизкие букашки. Лично меня они всегда пугали. Какие-то они, честно говоря, неприятные. Ну а теперь посмотрите на близкого родственника мокриц. Гигантского изопода, обитающего на морской глубине. 70 сантиметров в длину, до 2 килограммов веса. Просто представьте, что вы переворачиваете камушек, и оттуда выползает вот это. Ужасное зрелище. Правда, вам придется перевернуть не обычный камушек, а подводный, да еще и на глубине не менее 500 метров. Именно там обитают гигантские изоподы. Причем чем глубже, тем они крупнее. Связано это с таким явлением, как глубоководный гигантизм. Адские отродья ведут придонный образ жизни, то есть передвигаются только по дну и ищут чего поесть. Своего рода чистильщики глубин. Они съедают все трупы, упавшие на дно, и любые другие органические останки. Иногда охотятся на морских огурцов, звезд и прочих существ, которые передвигаются слишком медленно, чтобы укрыться от перспективы быть пережеванным заживо. Ну а если пищи не найдется, не проблема. Изопод может прожить без нее даже 5 лет. В общем, я не советую вам гулять по океанскому дну. Там и не такое встретишь. Теперь же переместимся чуть повыше. Что это мы все о глубинах да о глубинах? Поверьте, страшные и опасные существа гораздо ближе, чем вы думаете. Например, голубой дракон. Он обитает в умеренных и тропических регионах. Встречается на побережьях Африки, Австралии и Индии. Да-да, вы не ослышались, именно на побережьях. Так что нередко сталкивается лицом к лицу с человеком. Голубой дракон получил свое название благодаря необычному внешнему виду. Небольшое, до 4 сантиметров вытянутое туловище, маленькая голова, 6 отростков, напоминающих щупальца, красивый голубой окрас. Ну, настоящий дракон, только очень маленький. Этот моллюск – хищник, питается он медузами и другими моллюсками. Голубой дракон медленно подбирается к жертве, используя свои тонкие щупальца, а потом начинает откусывать от нее кусочки. Моллюску не страшны даже ядовитые существа, такие как португальский кораблик. Кстати, о нем я вам тоже расскажу немного позже. Для человека голубой дракон представляет не меньшую опасность. Он очень больно жалится. Брать в руки этого моллюска категорически не рекомендуется, иначе можно получить определенную порцию яда.
Посмотрите на эти пляжи. Райское местечко. Голубая вода, приятный климат. Вот только отдохнуть там, увы, не получится. И дело вовсе не в акулах и крокодилах, которые там тоже водятся. Всему виной маленькое водное существо. В 19 веке на этих райских пляжах от чего-то стали умирать дети. Они просто плавали, а потом выходили из воды и буквально через 5 минут умирали от остановки сердца. Врачи разводили руками, а местные жители стали винить во всем невидимые силы – демонов. Конечно, все оказалось гораздо проще. В 1955 году наконец удалось выловить существо, повинное в смертях десятков людей. Им оказался маленький студенистый комок, неизвестный ранее вид медузы, абсолютно прозрачный, такого даже в кристально чистой воде не увидеть. Назвали новое открытие кубомедузой, а в народе – морской осой. Ее щупальцы содержат коктейль из разных опасных веществ. Одни поражают кровеносные сосуды, другие парализуют нервные клетки, а третьи выключают органы дыхания. Небольшое количество такого яда без проблем убьет даже 60 взрослых человек, что уж говорить о детях. Как с ним бороться? Да никак. Можно натянуть сетки или изобрести противоядие, которое, конечно, надо выпивать моментально после укуса, ведь смерть наступает очень быстро. И есть еще один способ – специальные купальные костюмы из нейлона, но я бы даже в таком не полез там плавать, жизнь мне как-то подороже. А это португальский кораблик. Похож на медузу, но вовсе таковой не является. На самом деле это колония так называемых зооидов, отдельных организмов, которые развиваются всю жизнь вместе, как единое целое. Они создают щупальцы порой длиной до 50 метров, а держатся на таком вот необычном парусе, полупрозрачном пузыре. Португальские кораблики встречаются в субтропических и тропических водах Мирового океана. Они очень ядовиты, вызывают сильнейшие ожоги и болезненные ощущения, иногда лихорадку, жар и другие проявления, возможны аллергические реакции и даже летальный исход. Но, конечно, довольно редко. Перейдем же, наконец, к тому самому животному, напоминающему растение. Посмотрите сами, это же настоящий цветочный букет. Вот бы его понюхать. Конечно, делать этого ни в коем случае нельзя. Цветочный еж выглядит великолепно. Вот только в 2014 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый опасный морской еж. Думаю, это вполне понятное предупреждение для вас. Если будете в тропических районах индо-западной части Тихого океана, на коралловых рифах, держитесь подальше от этих красивых существ. Они выпускают свой яд через шипы, которые спрятаны в отростках-цветах, вызывают жгучую боль. И даже если вы дотронетесь всего на секунду, цветочный еж может отломить свои шипы от стебля, прилепить их к вашей коже и продолжить впрыскивать яд еще несколько часов. Думаю, это будет не самое приятное ощущение. Так что будьте осторожны. Океан покрывает около 71% поверхности Земли. При этом исследовано лишь около 5% морского дна. А значит, нас ждет еще множество удивительных, невероятных открытий. Кто знает, каких еще страшных и опасных существ скрывают глубины. Спасибо за просмотр.